Друзья, всем приветствие! Вы на канале BioStream, с вами Михаил. В данном видео речь пойдет про легендарных животных. Скорее можно назвать гайд. Именно запуск квеста. В какой момент я запустил с вами первым прохождение Red Dead Redemption 2. Для получения карты, где находится приблизительное местонахождение легендарных животных. Плюс мы соберем все с вами амулеты. Всего, давайте скажу так, насчитал 16 легендарных животных, не только легендарных, и 13 амулетов. Считаю, что заслуга это не только моя, потому что как обратная связь и поддержка в чате. Всем спасибо большое, всем, кто смотрит, всем, кто поддерживает, всем, кто мотивирует. Не будем тянуть кота. Хорошего вам дня, приятного просмотра. Так, ребят, как только вы познакомились с игрой, прошли первую главу в данной игре Red Dead Redemption 2, вышли из заснеженного покрова, там льдов, ограбили там пару поездов, налетов сделали, вы отправляетесь во второй главе на Нагорье и разбиваете лагерь. Далее вы начинаете знакомиться со своими жителями, общаетесь, берете всякие разные квесты. После чего вы начинаете диалог с вашим братюней Хозией. Как раз таки Хозия нам расскажет, как нужно готовить приманки, где, собственно, произойдет наша первая охота. Но, ребят, вот небольшая вводная часть, пока мы едем по данному сюжету, разговариваем с Хозией, хотелось бы отметить такой момент, что никакими, собственно, приманками я в основном в игре не пользовался, да, и вот этими нейтрализаторами запаха я, честно скажу, я не понимаю, для чего они нужны, так как когда вы входите в область легендарного животного, собственно, так же, как и легендарной рыбы, вас об этом уведомит игра, что в последующем действии вы начинаете включать орлиное зрение, ну, по-другому там метки глаз, вот эти отметки, в режиме орлиного зрения, и начинаете искать подсказки. По подсказкам всего получается, у нас идет 3 штуки. То есть сначала эксперименты животного, там где-то шерсть, где-то кости, где-то сломанные ветки, там почесался от дерева. То есть вы заходите в область легендарного животного, да, по временному интервалу хотелось бы сообщить, что это опять же либо утро, либо делать днем, потому что, приходя ночью, я натыкался на такое, что не находил подсказок, либо мне игра говорила, ну это было все по раз, либо игра мне говорила, что происходят какие-то действия, придите там немножко позднее. В этом случае мы разбиваем лагерь, ждем сутки, ну и дальше приходим на данную область и начинаем в режиме орлиного зрения искать те самые подсказки. Так, ребят, после знакомства с Хозией мы отправляемся западней Анисбурга. И когда вы вошли в область, да, вот таким вот маркером подсвечивается, не подсвечивается, а показывается животное, типа с такой некой короной. Это говорит о том, что здесь водится легендарное животное. Да, Анисбург как раз таки справа. Вот. После всего по всем путям вот этих легендарных животных, вот я показываю, что иду по подсказкам золотистого такого, золотистых частиц или золотистой дорожки. У нас с Хози идет некий сюжет, он потом посоветует типа либо разделиться, либо подставить приманку. Но тут есть еще один такой немаловажный нюанс. Берите оружие, которое будет помощнее, да, то бишь винтовка, дробовик, неважно, оптическое, не оптическое зрение. Вы можете войти в режим орлиного зрения, поставить метки, использовать метки глаз и не бойтесь испортить шкуру, да, в отличие от простых животных, в которых важно попадание там именно в голову, чтобы не испортить шкурку после освежевания. Легендарные животные трофеи невозможно испортить. То есть стреляйте после нахождения легендарного животного как только можете. Будь это гризли, допустим, или какой-то хищник, там пума, волк, то
при сближении с дистанции с вами он попросту может вас убить. Ну, то бишь загрызть, да. После того, как поимка завершилась успешно, да, не стесняйтесь, даже скорее нужно обязательно освежевать животное для того, чтобы с него получить некие трофеи. То есть трофей идет в каком ключе? Это туша, это шкура, и есть еще ингредиенты типа лапы, хвост, зубы, глаза, уши, как дополнительные материалы. Эти дополнительные материалы автоматом вам после освежевания падают в рюкзак, и там они у вас, или в сумку, и там они у вас остаются. Эти как раз-таки дополнительные ингредиенты нужны для крафта амулетов либо талисманов. В нашем случае мы будем говорить про амулеты, да, какие будем мы получать награды. В случае с шкурками, да, вы их можете продавать, то есть какую-то иметь с этого прибыль. А в случае с тушами, не все туши вы можете взять. То бишь, если это бизон или какой-нибудь здоровый аллигатор, вы сможете взять только дополнительные материалы, ингредиенты там какие-либо, да, либо шкуру. Если это какой-нибудь волк-лисица, то вы можете продать и шкуру, и тушу. Да, вот еще один немаловажный такой момент. Когда вы освежевали, опять же, ту же животное, вы хотите, ну, какую-то поиметь прибыль. Да, то бишь съездить, продать к охотнику те самые шкуры либо туши, да. И как вы будете ехать, ну, в моем, например, случае, я попадал в засаду на одрисколов, либо пинкентеров, там, охотники за головами, и был убит, да, то есть весь лут у меня как бы был потерянный. Ну, к примеру, либо я разбился где-то там, неудачно повернул там со скалы, там и не успел сохраниться. Да, весь лут я теряю, но при этом не забывайте, что как только вы освежевали животное, эти шкуры могут идти на пошив какой-либо одежды у охотника, если они, опять же, имеют свойство пошива, да. Ну, то бишь, если вы освежевали, у него автоматом уже открывается доступ для покупки каких-либо шмоток. Куртка, шапка, там, сапоги, либо еще чего-то. Да, вы в этом случае теряете только вашу прибыль. Друзья, забыл добавить немножко корректировки. Весь лут будет потерян при неудачной поездке, продать тушу или шкуру, врезались или вас поймали, теряется весь лут, тот, который находится на лошади. Непосредственно дополнительные материалы на талисманы или амулеты, они у вас будут храниться в вашем рюкзаке, они не будут потеряны. Далее советую направляться в город Сен-Дени или Сен-Дени, но вот таким вот знаком будут отмечены скупщики. У них как раз таки создаются амулеты и талисманы. Но в данном видео мы соберем с вами все амулеты. Талисманы, как я говорил ранее, я не собрал во время прохождения игры, так как они требуют немножко больше ресурсов, а не как амулеты, типа один, да, ингредиент для крафта. Забегая наперед, сразу 16 легендарных животных, с них мы получим всего лишь 12 амулетов. С 4 остальных идет, по-моему, на талисмана. Но я буду выводить вам вводную информацию, какой амулет мы будем получать, потому что речь у нас идет про легендарных животных и амулеты все собраны, а вы уже будете делать вывод сами. То есть, если с животного падает данный материал, для которого нужен скрафтить амулет, можете отправляться и крафтить. И все животные легендарные, опять же, у нас начинается со 2 главы, но заканчиваются они уже начиная, когда за Джона мы играем, это 6 глава, так как в данную территорию, где останутся 3 легендарных животных, я попасть не смог. Итак, друзья, как только мы завершаем квест, освежеваем медведя, мы получаем от Хози ту самую карту с местами обитания, расположения приблизительно легендарных животных. Зажимаем кнопочку B либо I на клавиатуре, находим карту, выбираем строчку карты легендарными животными
и там приблизительное местонахождение легендарных животных. Очередность поимки легендарных животных я буду показывать в своем ключе, как я их находил. Следующее у нас легендарное животное. Это будет белый бизон. Ставим меточку. Это как раз-таки северо-запад от Валентайна, в озере Изабелла. Как раз-таки на этом центральном островке я нашел ту самую первую подсказку. Там эксперименты, по-моему, животного. Первая, вторая, там что-то сломанные ветки. Дальше по следам находим самого бизона и не стесняемся, разряжаем обойму. После чего он у меня падает в воду. Я, конечно же, сначала испугался, думал, все, типа лут потерянный. Нет, можно накинуть лассо, вытащить то самое животное, после чего освежевать, и в награду мы получаем это кусок, у нас идет не кусок, а там, по-моему, у него рога, что ли, на талисман. Это не амулета, это всего лишь часть талисмана, как раз-таки для крафта. Ну и, естественно, там жир, мясо и шкуру мы везем как раз-таки охотнику, продаем ее. Ну и по желанию можете приодеться. Там вроде за него шапка, штаны и что-то такое можно прикупить. Следующее легендарное животное у нас по списку идет легендарный койот. Находится он севернее города или городка Роудс. Тоже доступность, да, у него со 2 главы, как и всех животных. Данный легендарный зверек нам принесет как раз таки амулет из клыка койота, что навсегда будет увеличивать бонус к опыту меткого глаза. Ну, то бишь быстрее будет прокачиваться. Ставим меточку, отправляемся, ходим по следам. Также, да, вы, когда в область войдете, вам подскажет об этом игра, не забывайте про это. Лутаем, продаем, можем скрафтить первый амулет. После того, как мы освежевали койота, о чем оповестила игра, что мы можем скрафтить наш первый амулет, мы направляемся к скупщику, что я в последующем и сделал. Прикупил данный амулет себе в сумку и направился в следующую область за легендарной лисой. Она доступна тоже со 2 главы и находится как раз-таки чуть, прям вообще рядышком, чуть севернее Роудса. То есть койот, если чуть выше, то лиса чуть ближе. Также после поимки мы берем тушу, берем шкурку и забираем у нее лисью лапу после освежевания, что в последующем мы скрафтим также амулет, который навсегда увеличивает длительность активности орлиного глаза на 5 секунд. После лисы, друзья, отправляемся за 5-м легендарным оленем. Он у нас находится к северо-западу от Стоубери. Принесет нам он в последующем также амулет из рога оленя-самца, что позволит получить более качественные предметы при свежевании животных. Действия такие же. Заходим в область, ищем подсказки, видим оленя, и после чего начинается его поимка. Также не забывайте освежевать и погрузить как шкуру, так и тушу для продажи последующей.
После того, как поймали, освежевали оленя легендарного, я советую направиться к скупщику, также закупить пару амулетов, которые вы видите на экране. А дальше открываем матчасть, вижу приблизительное местоположение легендарного большого рогатого барана, что находится на запад от Валентайна. Далее он нам принесет амулет из бараньего рога. При сборе тимьяна ползучего, душницы и мяты мы будем получать в 2 раза больше ресурсов. То бишь действие такое же. Заходим утром или днем, не забываем, в область. Если нам подсказывает игра, что мы появились в данной области, смотрим, ищем подсказки в виде золотых частиц, следуем по ним, находим барана, ну и занимаемся его поимкой. Далее грузим и шкурку, и тушу, также на лошадь и к охотнику на продажу. Следующее легендарное животное, друзья, у нас идет 7 в списке, что принесет нам 5-й амулет. Это легендарный волк. Все они пока идут со 2 главы доступности. Находится он на запад от моста Бахус. Да, отметочку мы видим, ставим. Все то же самое. Приходим, ищем подсказки, находим волка, бьем и лутаем. Амулет принесет нам, называется амулет из сердца волка. Мы можем выпить в 2 раза больше алкоголя до появления негативных эффектов. Вот такой вот под номером 7 закрывает легендарный волк. Друзья, 8-й список легендарных животных у нас открывает олень Вапити. Находится он на востоке от станции Бахус. Видите, где я показываю и где метка того самого легендарного животного. Смотрите, как бы не запутайтесь, потому что я тут тоже исколесил немало времени. Да, вот один скрин, где я нахожусь, где я, собственно, нашел, а другой показано, что он вообще южнее находится от станции Бахус. Ну, соль не в этом. Зашли в область, нашпиговали в оленя Вапити и получаем также трофеи, сало, мясо, шкуру. Тушу забрать тут уже, увы, нельзя, но охота принесет амулет из рога оленя Вапити, что навсегда увеличит количество найденных денег на 10%. Друзья, 9-й в списке легендарных животных у нас идет легендарный кабан, что северный Сен-Дени в болотах Булиотер. Ох, ну и ж слово. В общем, ставим метку и идем лутать. Амулета из него не будет, у него идет часть предметов, связанных с крафтов талисманов, поэтому мы сможем продать тушку, шкурку, ну и получить немножко мяска. И направляемся к следующим легендарным животным после поимки данного пятачка. Следующий в списке легендарных животных у нас идет легендарный бобер под номером 10. Его можно найти южнее Элизианского пруда, но если у вас карта еще не открыта, потому как начинается поимка, доступна его со 2 главы, вы можете отправиться вверх по реке на север от того самого кабана после поимки, легендарного кабана, если правильно сказать. Также вас игра предупредит, что у вас недостаточно видеопамяти, да. Ну, собственно, что вы вошли в легендарное обитание легендарного животного. И также после 3 отметок мы занимаемся освежеванием бобра, что в последующем дает нам амулет из зуба бобра, который навсегда замедляет износ всего оружия на 10%. Двигаемся к следующему из списка легендарных животных. 11-е легендарное животное у нас будет на очереди под названием легендарный лось. Также доступность у него со 2 главы. Находится он на северо-восточный край карты. В общем-то, все выше и выше по реке кабана, бобра. Поднимаемся вверх-вверх. Заходим в лесок. Также находим данные 3 подсказки, что он там почесал рога, наложил кучу, что-то там шерсть. В общем-то, видим, я поставил меткий глаз и разрядил
просто, ну, практически обойму. Дает он нам при охоте амулет из рога лося, навсегда увеличит получаемый опыт здоровья на 10%. Так, после освежевания, да, мы берем, опять же, мясо, шкуру, часть вот для крафта амулета. Ну и тушу, собственно, мы уже не унесем, так как он слишком здоровый. Да, что стоит его рога. И переходим далее по списку. Друзья, утро следующего дня. Отправляемся за номером 12. Легендарная пантера. Находится она на востоке от поместья Брейтуэртов, либо на юго-западе от Сен-Дени. Заходим в область, делаем все то же самое. Но пантера станет доступна после прохождения, внимательно, 9 испытаний мастера-охотника и как раз-таки 10 мастера-охотника появится та самая пантера в области обитания на востоке от поместья Брейтуэртов. То же самое, заходим, смотрим подсказки, и тут бы я посоветовал, конечно, взять поубойник, какой-нибудь дробовик. Охота принесет нам амулет из глаза пантеры, что снижает скорость расходования метки глаз на 10% на 3 секунды. После завершения как раз таки мастер-охотник у нас закроется полностью. И движемся к следующему в списке легендарному животному. Следующее легендарное животное пополняет наш список под номером 13. Это легендарный аллигатор. Ставим меточку в болото Лаграс, что северное Сен-Дени. Но данный аллигатор у нас доступен только в 4 главе, а именно после завершения задания поиски в захолустье. О да, друзья, вы с ним встретитесь на болотах в сюжетном прохождении. Я уж думаю, он вам запомнится. И вот как только вы завершили квест в поисках захолустья, можете ставить отметочку и приходим сюда. Данный аллигатор, после охоты на него мы забираем мясо, шкуру, тушу мы продать не сможем, шкуру, какую-то одежду, ну и он нам дает ингредиент для крафта талисмана. Амулета у него нету. И направляемся к следующему списку. Под номером 14, друзья, у нас легендарный бизон Татанка. Последующие 3 легендарные животные у нас доступны с 6 главы, уже играя за Джона. Татанка у нас находится в регионе Хенниган-Стэнд, Нью-Остин, что на востоке от Армадилла. Ставим меточку и отправляемся сюда. Да, моя ошибка была то, что я тут ночью колесил. Как только настало утро, сразу же появились метки. Поимка легендарного животного нам принесет амулет с рогом бизона Татанки, что на 10% снижает урон, получаемый в ближнем бою. И отправляемся к следующему легендарному с вами животному. Под номером 15, друзья, у нас расположилась легендарная пума. Да, охотился я уже, играя за Джона, как раз таки. Найти ее можно в районе Щербатой горы, то есть гряды, извините, в Нью-Остине, на запад от Тамблевит. Принесет она нам трофеи, шкуру, тушку также можно продать. Плюс после охоты и освежевания будет у нас клык пумы, что даст для крафта амулет с клыка пумы, который навсегда увеличит бонус к опыту выносливости на 10%. Заходим в область, не забываем, да, отталкиваться от подсказок в виде золотых частиц. Ну и советую здесь взять что-нибудь поубойнее в виде дробовика. И направляемся к последнему легендарному животному. Последнее легендарное, друзья, животное у нас легендарный велорог под номером 16. Находится он в районе регионе Рио-Браво в Нью-Остине, на запад, на юго-запад, правильно сказать, от Армадилла. Да, я там показал озеро, ориентировался я именно по этому озеру, той самой легендарной карты, места расположения. Заходим, смотрим по отметочкам, ищем эти золотые частицы, следы. После того, как нашли, ставим. Ну, я, к примеру, через метки убивал, разрядил там несколько пяток патронов и залутал. Друзья, охота нам принесет амулет из рога велорога, туши животных,
которые везут на лошади, не портится. Собственно, это 12-й амулет из данного животного. И хотелось бы вас попросить, напишите, пожалуйста, в комментарии, кто-нибудь лутал вот этих последних 3 легендарных животных за Артура Моргана. Как сюда можно вообще попасть, без всяких там чит-кодов и так далее. Потому что я рыскаю информацию, и написано только то, что по завершении 6 главы. Вот как-то так. Друзья, последний 13-й амулет нам принесет просто лев. В квесте, конечно же, британец, который будет состоять из 4 цепочек квеста. Находится данный квест для запуска Эмеральд Ранч или Эмеральд станция прямо на юг. Отправляйтесь в данную точку, я вам указал. По прибытию вы находите циркача, который будет говорить о том, что там случилась авария. Все звери разбежались из клеток, и запускает тем самым квест, конечно же, британец. Находится это все в районе Леймонт. Поищите, там ничего сложного. Ставите меточку и отправляйтесь. Где-то ориентировочно это у меня была 2-3 глава. По тому, как вы будете проходить данную цепочку квестов, да, приведете всех его зверей, которые разбежались, встретите дрессировщицу, вас попросят найти последнего животного, вот это как раз таки льва. Лев будет прятаться в какой-то деревне, там грызть животинку, в общем, пугать народ. Как только вы его загоните в угол, он бросится на вас, ставите метки в режиме орлиного глаза и нажимаете ЛКМ и разряжаете обойму. После освежевания он вам даст лапу льва, что в последующем мы направимся к скупщику и скрафтим амулет. Принесет нам данная охота, ну или поимка льва, как раз таки амулет из лапы льва, навсегда увеличивающий бонус к опыту выносливости на 10%. Ну, от себя добавлю, для меня немножко странно, что король зверей, лев и не легендарное животное. Но такая задумка, видимо, разработчиков. Друзья, ну а данное видео я завершаю. Потратил, скажем, немало времени. Надеюсь, сегодня успею на стрим. Всем большое спасибо за просмотр. Всем большое спасибо за мотивацию, за поддержку в чате. Етор, Руслан, Максим, Михаил, Александр, Алексей. Всех, кого не упомянул, извиняюсь. Хорошего вам дня и настроения. Увидимся, услышимся.